Привет всем, друзья! Сегодня нарезка из всех видео, как я переделывал кабину от трактора ЮМЗ-6К для самодельного трактора. Многие уже видели по отдельности все серии, но может быть кому еще будет интересно. Приятного просмотра! Так, все отрезано по размеру. Укоротил на 21 сантиметр. Вверх выпадает. Я, наверное, прихвачу его. А потом уже буду... Там сейчас выпадает, а здесь вот не совсем. Прихвачу там вверх. А потом уже буду низ прихватывать. Приварил. Немножко по размерам. Вот от крыши до сидения получается метр. Так, шириной внутри получается 1,17 м. По креплению здесь в принципе сложностей не было. Обрезал уголок, чтобы чуть ниже посадить каркас. И вот он. Единственное, здесь железом зашить. Заделываю боковины. Установил окно заднее. Укоротил крышу. Вот сейчас таким вот образом закрою здесь. Ну, потом здесь буду проваривать еще одну стенку. Приварил боковинку. Решил снять, пока видно. Показать. Ну, что пока ничего не шлифовал здесь. Вот так вот. Вот так вот. В процессе покажу. Здесь уголки приварил, здесь металл. Так, вот таким образом вырезал уголки, чтобы немножко жесткость сделать. Ну и вот боковинка, тоже приварил уголок, здесь просверлил, вот спереди к крылу прикручу. Там есть, плохо видно, шинки вот такие для жесткости. Ну а потом приваривать буду. Подпер уголком, чтобы совместить отверстия. Ну и сейчас болт наживлю, а потом эту сторону просверлю, прикручу. Здесь опять уголок вырежу. И потом уже пластины приварю. Ну а здесь сзади пока еще не знаю. Ну вот остался последний штрих. Прихватить крышки.
И будет нормально, я думаю. Установил боковинку на вторую сторону. Доделал. Над крыльями, короче, все. Вот так оно будет. Вот так распустил я уголок. Вот это примерно вот такая отсюда. Ну, неважно. Вот эту часть распустил, а внутреннюю не трогал, а потому что потом вот так вот буду вваривать, чтобы установить стекло. Вот так вот получается в процессе. Осталось шинку сверху приварить. И вот оно. Прихватил петли. Прихватил рукоятку. Так, как здесь показать? Открываться будет как и в родной кабине. Вот она. Не совсем плотно, но здесь будет резинка стоять уплотнительная. Поставил другую уплотнительную резинку, тоже с дверей автомобиля Волга. Вот так рамка изнутри выглядит. Вот так вот. Поверхность обезжирили. Теперь прогрею баллон в теплой воде, чтобы баллон теплый, герметик был. Потому что когда он холодный, он слишком густой. Вот такой результат. Не знаю, заметно, нет. В общем, вот так она получилась, форточка. Не заводская, но пока нету альтернативы другой, поэтому сделал так. Все открывается, резинка прилегает более-менее, снизу чуть хуже, вот она и сзади прилегает, но в принципе то, что нужно. Доделал вторую форточку, но еще не делал, нету рукоятки этой, идет согнуть, но это ерунда, все она прилегает, все классно оно выглядит. Вот. Спрашивали у меня, дребезжит ли окно, вот хочу показать. Видите, на малых оборотах вот оно потряхивает стекло, но большой вибрации нету. И вот я пробую пальцами, видите, оно даже
герметик ни насколько не отходит. Так что я думаю, будет держаться. Ну, здесь не просто капут, а железный капут. Не знаю, так, плохо видно или нет. В общем, она вся разорвана. Окна я вчера повынимал. Варено, переварено как зря, конечно. Тут, ну, что же, стояла на тракторе, которому 100 лет в обед. В общем, положу я. И вот так вот покажу. Решил я все-таки реставрировать дверь. В общем, вот так она получилась. Варил я обычной электросваркой. Где-то, может, и подпарафинил. Но в целом дверь получилась крепкая. Так, замки, где были, я заварил. Эту сторону еще буду усиливать под петли. Ну, а здесь под замок дверной еще приварю. В общем, вот так вот. Не так, оказывается, и страшно было. Ну, конечно, не совсем аккуратно. Придется где-то и шпаклевать. Здесь тоже в уголок приварил для усиления. Если помните, здесь оторвано было вообще. Ну и петли отрезал с этой стороны. В общем, такой пропил в двери. Так вот вставляем петлю. Ну и здесь потом лишнее подрежу, чтобы к кабине подварить. Там уже размечу петли по кабине. Таким вот способом прихватил петлю. Проварил. Сейчас лишнее обрежу. Я думаю, будет держаться. Установил я дверь, приварил петли таким вот способом. Не очень-то тут аккуратно, неудобно мне было варить. Но, как говорится, плохому танцору. Короче, присрал немножко. Но я думаю, держаться будет. Оно все. Класс. В общем, сделал ручку, а резинки старые поставил пока что. Других нету. Для удобства ухода в кабину здесь сделал поручень. Очень даже удобно получается. Вот на подножку еще и в кабине. Ну, как-то так. Что еще сделал? Замок простой пока что поставил. Она, в принципе-то, закрывается. Тут нужно стукнуть немножко, прижать. Потому что резинки не дают. Так она без резинок уплотнительных, в принципе-то, закрывалась с первого раза. Но все равно неплохо. Нормально. Тонировку пустил только поверху окон, потому как полностью не захотел я окна тонировать. Как я уже там в комментариях писал, в сырую погоду, если или вечер, тогда видимость намного хуже. Тонировочка чуть. Окна были сокаленными, так вот немножко точечки такие появились. Ну, по лобовому более-менее.
полоса только вверху осталась. Вот, закрывать тоже так. Раз, дверь на себя. И все. И классно. Ну, вот так вот. Нормально. В принципе-то. Так, как и хотелось. Почти что. Вот такое сегодня видео. Всем огромное спасибо за просмотры. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем здоровья, удачи и до новых встреч.